Всем добрый ташкентский полдень. Наконец-то я приехал в столицу Узбекистана. Встречает меня Федя. Вернее, встретил Федя. Для этого есть серьезный повод, но пока он все умалчивает. Все это держит в секрете. Говорит, подожди немножко, пару часов, и ты узнаешь все сам. Всем привет, салам алейкум всем. Добрый день уже, да? Вот встретил Денису. Ну, что-то есть, я попозже скажу. Интересно? Да, интересно. Это стоит того? Конечно, стоит. Примеряет. Пример уже. Подошли? Да, классно. Федя пробует первый раз гуаву. Да, что-то интересно говорит внутри. Ну как ощущение? Ты ешь, ты что это оставляешь? Это тоже надо грызть. Ну, чуть-чуть суховат, не сочный. Не сочное? Да, уже красный идет. Красный. Ну как, на что вкус похож? Айва не похож. На яблоко не похож. А что, блин? Ну сочно? Нет, суховат. Ну, вообще вкус другая. Ну нормальный? Что-то непонятно. Непонятный фрукт какой-то. Ну, ребята, я кушаю, вкус не чувствую, как опилка. Вкус нету. Ну, Денис. Вот даже самый внутри красный. Ну ты прям середину укуси сильнее. Прям. Суховат. Ты как вода может быть суховатой? Середину прям кусай. Не, я покушаю. Вкус нету, блин. Что-то такой вкус я. Уж такой вообще. В общем, давайте ее вот так подсветим. Обзор гостиницы. Все прикольно, чисто. Тепло. Санузел. Все чисто, хорошо. Вот чем мне нравится Ташкент, здесь очень чистые всегда номера. Ну, если чуть побольше заплатить за гостиницу. И здесь всегда тепло. Вот этим меня и радует Ташкент. И вон тетя на велике едет на пляж. Заказали такси на Малику. У Феди подбили глаз на телефоне, поэтому нужно его подлечить. В общем, стекло у него разбили на камере. Такие услуги только в Ташкенте оказываются. В Шахрисабзе нет такого. Федя попросил его заснять на фоне елки. Только он просил фото, я снял видео. Хотел фото сделать. Ну, встань, смотри, знаешь, как красиво. Может быть, кто-то за скрин экрана сделает и поставит себе в рамочку. Поближе подойди, ну реально. Мало ли, может, у тебя фаворитка какая-то появится. Федь, лицом на нас смотри. Да, телефон там. Очень сильно хочется кушать. Голод не тетка. Долгожданная Малика. Здесь сегодня пятничный намаз, поэтому очень много народа, откуда-то все идут. Ну, не откуда, а с молитвы, вернее, идут. Там сейчас вот ближайшее заведение на быстрый перекус. Я так и не понял, почем оно стоит. Самса стоит здесь 10 тысяч. Все, что ли, выросло в цене? Да, цены как грибы растут в Ташкенте. Все подорожало, все подорожало. Совсем недавно такую самсу можно было купить за 7, самую крутую. Сейчас уже 10. Это рядом возле Минора. Я люблю соус. Ну что, Федь, прям налить с этой. Да, я Не ложку заморачиваться. Просто мне очень голодно. Ты голоден как волк, как казахский степной волк. Федь. Говори. Говорят вообще маргарин не
Сливочное добавляется. масло здесь. Сливочное масло. Это чтобы полезнее. Чтобы... Хозяин заведения говорит, что никакого пальмового масла и маргарина. Только натуральное масло. Из-под коровы. Как давно я не ел мясо узбекское. Сейчас в последнее время фишка пошла в Узбекистане, это мешать мясо белорусское. Оно халяльное, хорошее, но оно более дешевое. Ну, естественно, у него другая трава, другая геолокация. А вот здесь сказали, что чисто только с местной мясой. С местного мяса делают. Нам еще принесли с тыквой, сейчас попробуем. Только стандарт. Подожди, после молитвы же все едят? Да. Все Это положено есть или да, нет? положено. То есть мы не молились, мы просто едим. Тоже за компанию. Федя как альфа-самец поглощает самсу. Раньше, помню, съест одну. Ой, все, я не могу. Но сейчас он подружился с нужными людьми. Да. Другого пола. Я могу сказать, но и не могу сказать. Все держит в тайне. Ну, выглядит красиво вот это из тыквы. Самса Как с шарик. тыквой. Да, Как такие. шарик, да? Очень аккуратная форма. Барабанная дробь. Подожди. Ну, кушаешь. Еще Вкуснее. раз, ладно, еще раз. Чай, давай чай кушай. Барабанная дробь. Так, это с тыквой. И сейчас нам еще принесут с курицей. Говори честно, Федь. Сладкий? Сладкое? Да. А, я зря добавил. Это же сладкий. Как пирожок. Ну, прикольно. Вот так выглядит куриная. А вы специально меняете форму, да, чтобы не путать? Круглое это? конечно. Тыква идет сезонная, это осенью особенно. Хорошо заходит? Летом не так? Не, летом Это очень полезно. Но это сладкий, да. Как пирожок идет. Особенно Ну, прикольно. Прикольно. для холостяков. А здесь, кроме тыквы, что еще? Лук? немного зира? жир, Ага. лук, да, специи. Зира, перец черный есть. Это тыква, а Да. похоже на морковку желтую. А, думба нету, да? Жира есть, да. Есть. Это бараний жир там. Не говяжий, а бараний жир. Немного, чтобы вкус придавало. Не молчи, Федь. Не. Вкусный, сладкий, прикольно. Здесь самца, да? А внутри сладкий. Да. Такая сладковатая. У меня жена любит самсу с тыквой. С тыквой и манты с тыквой. Необычный вкус. Для меня необычный. Я вообще тыкву мало ем, но для меня он необычный. Ну, такой Прикольно. Сладкий. необычный. Реально необычный. Что еще интересно? Я видел тыкву. Чуть-чуть добавляю. Здесь полный тыква. Внутри полный вот шар есть, да? Полный тыква. Полный шарик тыквы. Третий вид. Самца с курицей и сыром. Сыр белорусский. Сразу вкус. Белоруссии. Да, перекрутился вообще другой Сразу вкус. ты в Минске оказался. Да. Можно налить. Крутится, вертится. Можно налить апчик. Можно налить отчик, он говорит. Да. Хорошо, здесь нет 7 видов самсы.
Вообще вкусный, попробуй. Еще раз. Не слышно было, реально просто. Ля-ля. Еще раз. Вообще вкусный, вот куриный, попробуй. Ну как? Сочно. Да? Вкусно, да? Сыр прикольный. Вот сыр прям, Ну, да, это голландский. сыр прям дает вкус. Такой необычный сыр. Ну и как обычно по традиции наша остановка где-то здесь находится. Так, Федь, мы отсюда должны ехать дальше. Где-то рядом это мечеть. Устали, да? Так, где мы сейчас находимся? На остановке? На остановке сейчас такси буду вызывать. Яндекс. Ну, И перед в путь. такси. Все, стекло поменяли, обошлось нам все это в 120 тысяч сумм. Буквально за 2 часа стало намного прохладнее. Представьте себе, это магазин на обычной остановке, где столько холодильников. И это даже не жара. Это не летний сезон. Даже на заднем сиденье просят пристегнуть сиденье. Приложение. Я, честно, не так часто катаюсь даже в Москве. Поэтому вот первый раз сейчас слышу. Ну, россияне так сказали. Что в Москве тоже заставляют заднее сиденье? Ну, так говорит. Ну а у вас пристегиваются или так, мимо ушей? У меня? Что-то. Не, я имею в виду сзади, кто садится, пристегивается. Там это нету же. Точно, тут ты не пристегнешься. А у нас красивый закат по-ташкентски. Впереди видно здание Хонсарой. И слышно, кто-то взлетает, ну, самолеты, но не видно где. Естественно, частный сектор. А у нас красивый закат по-ташкентски. Впереди видно здание Хонсарой. И слышно, кто-то взлетает, ну, самолеты, но не видно где. Естественно, частный сектор. Ну о чем мечтаешь, Федь? О, мечта на природу дома, горах наверху, в Ташкенте один квартиру. Да, Новую? конечно. Ну, главная квартира, В причем Ташкенте. да. Двушка или трешка? Двушку. Только в Ташкенте или еще в каком-то другом городе? Бухару. Тоже еще одну Конечно, квартиру. туризм. Там тоже А красиво. машину? Машину? Бивайди. Короче, 2 квартиры Да, и машину да, в Виваде. да. Об этом мечтаешь. В принципе, это неплохо. Главное, что есть цель, а осталось теперь дойти до нее, Да. исполнить. Начало, главное, Ну, есть. мечта всех бывает. Мечта любая воплощается, если ты к ней стремишься. Да, да. Это желаемый результат. Главное его, Надо двигаться, да. чтобы исполниться. Наступил вечер, и прям чувствуется морозик. Такой довольно-таки хороший. В комнате очень тепло, несмотря на то, что проблемы с электричеством. Я не знаю, как они топят в гостинице, но очень жарко, приходится открывать окна. А вот на улице уже прям хорошо, что я с собой кинул неубивайку свою. Это куртка, которая в Узбекистане очень часто используется. Сейчас я буквально секунд 30 держу телефон, и пальцы отмерзать начинают. Самолеты взлетают каждые 5 минут, и очень много. Прошел весь день, а я тебе сейчас все расскажу, все самое серьезное. Я еще так и не услышал от Феди, ради чего он вызвал. Но я не настаиваю, я терпеливый, я могу и подождать, сам расскажет. Он пока спеет, как хурма на морозе. Сейчас вот-вот
лопнет, надорвется и ферментируется. Еще один самолет Хавуляри. В общем, на той стороне Икбол, да? Да, Икбол. Или ресторан, или свадебное помещение. И ты предлагаешь зайти туда. Да, Денис, давай, ты гость же. Ну, блин, как-то мне стыдно вот так взять, зайти в городе к незнакомым людям. На самом деле, У нас гостеприимный принимает Ну, тебя как гость. здесь лучше не лишковать, мне кажется. Какие бы ни были гостеприимные. Мы никак не можем правильно прочитать. Федь, как написано по-узбекски? Якубович. Якубович? Да. Вот так вот. Скул. Это Якубович. школа Якубовича. Может быть, мы неправильно читаем, но Якубович. И школа. Вроде бы город, вроде бы центральная улица, но запахи вкусные отовсюду. То есть кто-то что-то готовит, и вот даже на таком морозном воздухе это очень сильно чувствуется и обостряется. Очень сильно все. Все вкусно готовится. Тысячный раз повторяю, в Узбекистане любят вкусно поесть. Вы можете сказать, что в любой стране любят, но здесь, наверное, побольше. Здесь есть культ еды. Сильных изменений в Узбекистане не произошло за время моего отсутствия. Кроме того, что бешеный ценник на электричество, все. И он такой какой-то прям аж. И причем это мне не один человек уже пишет. То есть с электричеством что-то творится непонятное здесь. Нам скинули адрес. Ну не адрес, вернее, а слова. Улица Наваи Старые или Гумма, или Гумба. В Яндексе не пробивается такой адрес. Федя решил. Сейчас, говорит, так мы пробьем. В общем, стоим, пробиваем, минут 20 уже. Останавливаем таксистов и пытаемся узнать. Много ли ты пробил? Да. Нам, как обычно, никто не останавливает. Шел 29-й минута, как мы заказываем такси. Ну, Заказали? заказали. Едет? Адрес ты тот же самый. Я тот же самый. Чё? Ну, ребята, здесь такой Яндекс Такси. Не как Шахрисабс, да, Федь? По номеру и приехали. Чтобы время, точка доступ, где мы едем, да, обязательно надо напиши. А то места нету, они, вот Денис не может заказать такси. У меня нет конечной точки, Да. как я закажу ее. Обязательно, чтобы куда мы едем, туда заказать, чтобы записать, обязательно. Федь говорит, вызови такси без конечного адреса, мы так. Да, а бесконечно не можем, просто вызывать. Мы уже на месте. Мы уже приехали. напробовались. Попробовали вообще. Все очень вкусно. Вот. Что мы сейчас попробовали? Салаты, козы. Все, разные салаты. Следующее козы. блюдо шипилдог. Бишбармак. Самые говорят, здесь хорошо готовится. И еще хасип попробуем. У нас говорят, это что, каллапайча, да? А это здесь хасип. Ну попробуем сейчас. Это баранина. Хасип из баранины. Да, здесь баранина, По-ташкентски. здесь рис, мясо, все это. Скажи, вкуснятина. Хасип из баранины. Я, честно, первый раз слышу хасип из баранины. Ну, выглядит красиво. Это новенькое вообще. Хас из баранины. Он требует вот это. О, острый. Немножко хлеба. И вообще прикольный. Не везде. Ну, такой нежный, да. Он прям отличается от других. Он нежный. Вот бешмамак люди. О, еще у нас еще бишбармак. Шипилдог. Шпилдак. Кто-то называется шпилдак, кто-то бишбармак. Сейчас откроем место.
Вот. А я вот честно, я первый раз такой вижу вообще. Это вот шипилдог так должен быть? Это у них подача другая, понимаешь? Что-то здесь лапша мало, да? Нет, здесь мясо много, здесь всего. Я, Все нарезано. я вот первый раз вижу помидоры. Не, Помидор кусками, я специально заказал такой. это в Казахстане у них мясо с сетью. Все. Это бешбармак. Это у нас что-то это по-другому. По мясу конина, еще какое мясо? Баранина здесь. Баранина И есть говядина. и говядина. 3 вида мяса, но они все под слоем лука, картошки и помидора. Это шалпылдак или бишбармак, Денис? Узбекский бешбармак. Я не разбираюсь, шипилдог и бишбармак, чем отличается. Я знаю, это два, что-то похожее друг на друга. Мы просто вот отсюда чуть-чуть налили. Вот Просто здесь ингредиентов много стоит. очень. В нашем Вот отсюда налили. варианте. Тесто очень вкусное. Те самые, это главное тесто. Да. И бульон очень вкусный. Мясо тоже не понимаю, какое, но оценка? вкусное. Хорошо. Да, я говорю еще раз, не разбираюсь в бишбармаке, поэтому я какой-то общий фон могу описать, что это вкусно. Какой бульон не пересоленый. Вкусно. Олили. Вкусно, Федя. Вкусно. Что, накладываешь? Да. Федя что-то убрал с подоконника, чтобы не мешало на заднем фоне. Так, А там давай, не Федь. наши будут. Шипилдог. Да. Федя и шипилдог. Не, ну, бульон, вот честно скажу, без всякой рекламы, очень мне понравился. Такой прям наваристый. Тогда кто-то думает, обычно это лапша, да, который вот когда готовится, она питается вот от козы, мяса, становится вообще вкусный, Мясо покажи, как ты ешь. сочный. Это козы. Никакой вирус себя не берет. Приехала вторая партия, и в Узбекистане говорят, что узбекский лук это как орбит. Орбит без сахара. Еще раз шипилдог. Федя. Всех с наступающим Новым годом. А что, с нами нельзя? Новый год. Чтобы вас... Это ваше было. Ничего. Ничего страшного. Я ютубке балалар обязательно. Сенақ емейді. Всех с Новым годом. С Новым годом наша Узбекистанцы, россияне. Всех с Новым годом. Ура. Ура. Он, Махмудович? Федя, вот ты внес смуту с этими рюмками. Что мы пробуем второй раз хасып. Сейчас он уже горячий. И я уже попробовал за кадром. Это уже другой. И сейчас он более нежный, вот, как-то по-другому раскрывается. Более утонченный вкус. Да, вот это зелень обязательно. Да, у нас зелень. И чеснок тоже. Зелень, чеснок. Чеснок. Спасибо за повар, да? Никакой ковид не будет брать. Спасибо повару, что вкусно готовит. Принесли бульон, который повышает мужской жизненный тонус. Говорят, это очень вкусный бульон. Он уже сколько? Почти Петь, полдня. попробуй, пожалуйста, бульон. Как он тебе? Бульон? Давай чуть-чуть лука я тебе закину. Не, очень горячий. Коли? Джованни сказал. Не, вот он весь вкус как раз пока он горячий. Коли? Ты чувствуешь прилив сил? Остановись. Я чувствую, да, правильно сказал, все перемешано. Разные чувства. Вот мясо из хаспы,
Даже с козы есть вкус. Ну, разный получается. Ну, вот. Ладно, ребята. Денис не верится, блин, за кадром смеется. Это очень вкусно. Ребята, вот теперь Денис. Вот. А işte Ne için kokuyorsun? Такой слегка солоноватый вкус, но очень он такой ядреный. Ну вот дает вот все разные вкус. Ну, сочетание. он какой-то концентрированный, прям вот что-то мощное в нем отваривалось. Ну да. Вот, смотрите. На вечер надо минералки запастись. Денис, блин, ночь как будем спать? Сказали, что после этого блюда нужно много пить воды, поэтому на ночь нужно запастись минералкой. Петь, не тряси камеру, что ты смеешься и трясешь. В общем, силы как у коня Да. после такого бульона. Здравствуйте. Ну, я немножко расскажу о нашей узбекской кухне, как бы говорится, о нашей гастрономии, который основатель был наш хороший брат, его зовут Шухрат Аке. Это все появилось так, как у нас в Узбекистане очень специфически относится к кухне, да? Вот эта подача. Но если вам должно быть, если внятно, это как бы как в молодости, как наша мама или бабушка как готовила дома вкусно. И цель была такова, чтобы если каждый человек сюда пришел, покушал как у себя дома, да? И целый день был сытный и не думал о еде. Поэтому здесь, когда выбирается каждое блюдо, здесь ингредиенты выбираются самые из лучших сортов. Здесь дело не в цене, а в качестве. Поэтому, когда что-то такое договаривается с поставщиками, например, того же муки, тоже картошки, там ингредиенты, зра, вот, специи, и все то, что здесь выбирается, самые дорогие и самые изысканные, качественные товары. И поэтому, когда сюда человек приходит покушать, он действительно покушает так, как у него дома, когда в свое время мать готовила или бабушка готовила, понимаете? И поэтому здесь такая аура, чистый национальный блюдо. И здесь еще что интересно, если когда человек, кто-то еще сюда заходил, здесь питался, кушал, он может обратить внимание, здесь нету никакой рекламы, здесь нигде ничего не написано, что это самая хорошая кухня, изысканные повара. Здесь все, что сделано, вот приходит, ты Просто заходишь, металл, да, да. приходишь, и приходит, ты видишь, как это все готовится, и ты можешь позвать официанта и сказать, из того казана принеси мне вот эту еду, из того казана принеси мне ту еду. То есть ты все это воочию видишь, как это все готовит и кто готовит, в каком он состоянии, понимаете, вот это все это. Поэтому вот Шухрат Аке, когда это все это раздавал, тут что-то как Шухрат Аке — это хозяин заведения. да, это тот человек, который... Скажите, пожалуйста, про заведение, а то это Милли Таумля. Да, Милли Таумля, который находится как- около цирка. Ага. Это называется хадра Милли Таумля. Национальный блюдо. Да, Это хадра самое Милли. первое Милли Таумля Да, в который это, Ташкенте. да, это вообще возродилось как таковой. Раньше здесь делали вот это, тогда еще фастфудов не было, как бы завтрак или обед быстрого приготовления, было такой пирожки, как гумма. Они готовили гумма, и получалось, здесь в день достигало количество 15 тысяч штук гуммы, да, готовили. И потом некоторые, кто сюда приходил, они как бы требовали, можно еще, хорошо было бы, если здесь плов готовили бы, хорошо, если здесь нарын готовили. Поэтому те повара, которые в то время работали в Шухрат Аке, они те повара еще при Советского Союза, да, с таким знанием, с таким багажом знаний и практики, да, и они начали вот это все делать, и это все это понравилось. И до сих пор вот это, когда возродилось, это получается в 96-м году, 99-й год в Ташкенте. И вот до сих пор вот они держат эту марку, качество, все свежее, и поэтому это дело не в рекламе. И тот человек, который здесь был, он, у него вот этот вкус всегда остается наших блюд, национальных блюд. Как так, вот так, если в двух словах.
Принесли еще горячего бульона. Бульон прям зачетный. Видишь, золотистый. Как золото. Да, он такой золотистый. Золото узбекское. Я просто вот без Еще, бульон. еще раз скажи. Я просто вот без бульон не могу вот. С бульоном Жить. золотая вот. Как? Золотистый. Кто слышит, кто? Золотасы. Я так не говорил. Уже другой спикер. Да, я так не Это говорил. уже из другой серии. Сними, пожалуйста, Да. Федь. Ну, бульон реально наваристый, вкусный. Вот мне очень понравился. Его хочется пить, пить и пить. Да. Kaç kere non, kaç kere guş yapıyorsun. Вообще, все. Солененький и еще не жирный, и вообще классный. Мне очень понравилось. Ну, Денису тоже очень понравилось. Просто за кадром он не может сказать. Плачет он. Денис, не плачь, все. Все пройдет. Лепешку будешь? Ребята, вот что Стой, интересно... еще раз. Блин. Давай. Ребята, что интересно, вот в Ташкенте вот везде заведение идем, но здесь что-то труп, который... блин. Раз, два, три. Дубль 2, Федь. Ребята, вот каждый в Ташкент, когда приедем, да, зимой, это сезон туруп, который вообще сочный, зеленый, очень полезный. Ты чуть погромче говори, а то тебя плохо слышно. Первый снег уже был, под первый снег вообще еще вкусный будет, сочный. Ну, почему-то у нас в каждой области есть туруп, а Ташкенту ресторанов нигде туруп не вставляется. А почему? Насчет этого говорю сейчас, Денис. А почему? Давай это подальше. Почему сейчас узнаем сейчас.